Приветствую! Сегодня попробуем разобраться, что из себя представляет популяция Ирана при помощи нескольких научных исследований. Иранское Нагорье расположено на перекрестке древних человеческих миграций еще со времен расселения современных людей из Африки. Различные доисторические памятники на Иранском плато указывают на существование древних культур и поселений еще с 8 тысячелетия до нашей эры и ранее. Оказывая сильное культурное влияние на соседние регионы, Иран также неоднократно получал миграционные притоки в течение последних тысячелетий, включая последовательную миграцию на юг групп носителей индоевропейских языков, в том числе скифов, медян и персов, а также представителей других языковых групп, как арабское вторжение в VII веке нашей эры и более поздний приток тюркоязычных народов из Центральной Азии. С момента появления кочевых племен на волне тюркской миграции с XI века нашей эры мобильность на большие расстояния была основной характеристикой Ирана. В результате миграции, внутренних расколов, смешений и других процессов современное иранское население включает многочисленные этнические, религиозные и языковые группы, в том числе персов 65%, иранских азербайджанцев 16%, курдов 7%, луров 6%, арабов и белуджей по 2%, туркменов 1%, кашкайцев и других тюркоязычных групп около 1%, а также армян, ассирийцев, грузин, евреев, гелянцев, зороастрийцев и других менее 1%, хотя их пропорции в разных источниках варьируются. А носители индоиранских языков и диалектов персидского, курдского, пашта, лурского и белуджского значительно превосходят по численности носителей тюркских и семитских языков. Краткая история. В начале второго тысячелетия до нашей эры Иран был населен популяциями с различным языковым фоном. Эламиты жили на юге гор Загрос и прилегающих к ним прибрежных равнинах. Недокументированные языковые сообщества процветали в оазисах восточного Ирана и в бассейне реки Гильмент, а для многих других районов нет доказательств языковой принадлежности их населения. В это время зафиксирован первый приток носителей протоиндоарийского языка. Параллельно с хурритскими группами Метанни в высокогорных долинах северо-западного Ирана и на равнинах Северной Сирии. Кстати, эти языки не стоит путать с хурритским. Но мозаика изменилась во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, когда на севере Ирана начали появляться группы, говорящие на западных индоевропейских индоиранских языках, которые в дальнейшем разделились на разные группы. Их происхождение можно лишь гипотетически реконструировать, поскольку археологические культуры не оставили письменных свидетельств и не могут быть напрямую связаны с какой-либо языковой группой. Лингвисты использовали заимствования, которыми обмениваются индоиранские и уральские языки, чтобы реконструировать наиболее вероятный сценарий происхождения носителей языков. Возможно, на юге современной Российской Федерации, между Украиной и Казахстаном, или на территории Казахстана. По одной из версий, это могли быть представители андроновской культуры во втором тысячелетии до нашей эры. Однако, поскольку андроновский след не найден вдоль предполагаемого маршрута миграции индоиранских языков в Иран, эта гипотеза пока не может быть положительно подтверждена. По другим версиям, это могла быть катакомбная культура Северного Причерноморья второй половины третьего тысячелетия до нашей эры. Споры продолжаются. Однако в первом тысячелетии до нашей эры иранские языки уже были распространены по всему южному и западному Ирану и в значительной степени поглотили местных предшественников, таких как эламиты. К первому тысячелетию до нашей эры кемерийцы, сарматы и аланы заселили степи к северу от Черного моря, а медяне, персы, бактрийцы и парфяне заняли западную часть иранского плато. Другие племена стали селиться на восточной окраине и далее, на горной границе северо-западной части Индийского субконтинента и на северном побережье Индийского океана, Белуджистане. Современная территория Ирана была занята медянами в центральном и северо-западном районах, персами в юго-западном,
и парфянами в северо-восточном и восточном районах. В VI веке до нашей эры персидский царь Кир II Великий основал империю ахеменидов, Первую Персидскую империю, которая занимала территории от реки Инд до Эгейского моря и от Нила на юге до Закавказья на севере, охватывая исключительное этнокультурное разнообразие. А древнеперсидский язык стал визитной карточкой империи ахеменидов. Империя распалась через 2 столетия к концу IV века до нашей эры, благодаря Александру Македонскому. А после его смерти большая часть бывшей территории империи попала под власть эллинистического Египта и селевкидского государства. Во II веке до нашей эры северо-восточная Персия была захвачена парфянами, которые основали империю, простирающуюся от Ефрата до Афганистана. Из-за своего расположения на Шелковом пути, соединяющем Римскую империю и династию Хань в Китае, она быстро стала центром торговли и коммерции. Как раз при Парфянской империи ко II веку до нашей эры иранские элиты Центрального плато вернули себе власть. На смену парфянам пришла империя сасанидов, положив начало одному из самых важных и влиятельных исторических периодов Персии. Впоследствии Иран был захвачен несколькими народами, такими как арабы, монголы и турки-османы. Мусульманское завоевание Персии в 651 году привело к введению суннитского ислама с последующим упадком зороастрийской религии, которая все еще сохраняется в некоторых общинах в разных частях Ирана, особенно в Тегеране и Йезде. Халифы создали военные посты и администраторов в Иране, тем самым содействуя эмиграции арабских переселенцев. А в XI веке начался процесс проникновения в Иран тюрков. Первыми тюркскими племенами, появившимися в Иране, были сельджуки, которые разгромили правящую в Восточном Иране династию газневидов и сформировали гибридную тюрко-персидскую культуру. Впоследствии тюркские племена быстро распространились по обширным районам Северного Ирана. Тюркское влияние на Иран возросло в XIII веке в результате катастрофического монгольского нашествия под предводительством Чингисхана против Хорезма 1219-1223 год, а его внук Хулагу завершил завоевание Ирана и сопредельных стран, что привело к гибели и вытеснению части оседлого населения. Во времена империи Тимуридов 1370-1507 год начался частичный отток тюркских племен из Сирии и Анатолии в Иран. Сефевиды, перенесшие свою столицу в Исфахан 1501-1722 год, ввели шиитский ислам в качестве ведущей религии и изгнали многих зороастрийцев. А кочевые племена, жившие на западной периферии империи, включая белуджей, были переселены на юго-восток. Депортации племен стали средством подавления восстаний со времен правления шаха Персии Аббаса I 1588-1629 год. Афганские племена завоевали Исфахан в 1722 году, и в последующие десятилетия наблюдалось разделение власти между конкурирующими региональными правителями вплоть до восстания каджаров к концу XVIII века. XIX век считается пиком межплеменных беспорядков из-за налоговых законов, которые требовали оседлости. А эпидемия чумы и холеры опустошили обширные территории еще до того, как в результате сильного голода в 1870-71 годах погибло минимум 20% населения. Каджары были свергнуты в 1925 году Резой Пехлеви, который продолжал попытки расселить кочевые племена до Второй мировой войны. Его сын Мохаммед Реза Пехлеви, 35-й и последний шах Ирана, был свергнут во время Исламской революции в Иране 1979 года и бежал в Каир, где на следующий год умер, а в Иране была основана Исламская республика. В целом, это непрерывное вторжение народов с различным происхождением и культурой создало интересную смесь различных этнических групп и этнических образований на основе самоопределения,
говорящих на различных индоиранских, семитских и тюркских языках, и включающих арабов, армян, ассирийцев, азербайджанцев, белуджей, жителей Бендер-Аббаса, гелянцев, курдов, луров, мазендеранцев, персов, островитян Кешма, туркменов, зороастрийцев и групп так называемых афроиранцев, которые могли быть результатом работорговли с Занзибаром. Основные этнические группы Ирана. Группы, включенные в исследования, идентифицируют себя как члены отдельных этнических групп, имея в виду общую родословную, язык и территорию. Как уже показал краткий обзор, эти идентификации остаются социальными конструкциями, которые затмевают исторические сложности и пустоты знаний в историографии групп. Иранские персы. Это самая многочисленная этническая группа, говорящая на индоиранском фарсе. Первоначально они были кочевниками и скотоводами, населявшими западное Иранское Нагорье. Из провинции Фарс они распространили язык и культуру на другие части Нагорья, поглощая местные иранские и неиранские группы. Этот процесс ассимиляции продолжался также во время греческого, монгольского, турецкого и арабского нашествий. Древнеперсидский народ в первую очередь характеризовался зороастризмом. После исламизации шиизм стал главной доктриной всего иранского народа. Они населяют центральную и восточную части Ирана, включая 4 основные астана – Тегеран, Исфахан, Керман, Йезд и Астан-Фарс. Гелянцы, мазендеранцы и систанцы считаются очень близкими родственниками персов и фактически часто рассматриваются как одна группа. Азербайджанцы в Иране. Азербайджанцы, в основном мусульмане-шииты, являются самой многочисленной этнической группой в Иране после персов. В Иране они в основном проживают на территории иранского Азербайджана, историко-географической области на северо-западе Ирана, в районе, охватывающем Каспийское море на востоке и озеро Урмия на западе. Регион граничит с Азербайджанской республикой на севере. Азербайджанская республика и одноименная историко-географическая область были перекрестком для человеческих миграций в течение тысяч лет. Ранее доминирующим языком был азери, по крайней мере до 17 века. Но с XI века количество говорящих уменьшилось из-за тюркизации области, а во время монгольского нашествия XIII века большая часть вторгшихся армий состояла из тюркских племен, что усилило их влияние в регионе. Но они генетически растворились в превосходящем местном населении. Генетически азербайджанцы обычно группируются с западными турками и сельджуками, которые начали первую тюркскую миграцию в Иран, а также вместе с узбеками и туркменами. Но это не основное их происхождение, так как местное население приняло тюркский язык, а затем и частично смешалось с прибывающими тюркскими группами. Но из-за незначительного количества мигрантов этот вклад был слабым и больше повлиял на язык и культуру. А в составе более древнего населения, до тюркизации, были представители Кавказской Албании и Атропатены. Преимущественно это были ираноязычные народы со смесью разных групп и в разных пропорциях, включая кемерийцев, массагетов, скифов, а также тюркоязычных хазар, булгар, агузов и печенегов. Но азербайджанцы с Кавказа, несмотря на их предполагаемое общее происхождение с иранскими азербайджанцами, по митохондриальной ДНК ближе к другим иранцам, например, к персам, чем к иранским азербайджанцам. А иранские азербайджанцы, в свою очередь, генетически близки к иранским курдам. Иранские курды говорят на различных языках, принадлежащих к иранской ветви индоевропейской семьи языков. Они преимущественно проживают на северо-западе и западе Ирана, вблизи границ с Турцией и Ираком, Курдистаном, а также в северо-восточной провинции Хорасан. Предыстория курдов малоизвестна, но считается, что они объединяют ряд более ранних племенных и этнических групп. Луры – это одна из основных иранских этнических групп.
До 20 века большинство луров были кочевниками-скотоводами. Они говорят на языке индоиранской языковой группы и населяют центральную и южную часть гор Загрос. Их происхождение может восходить ко времени до миграции индоевропейцев в Иран, когда там жили другие группы, называемые эламитами и касситами. Современные луры, как и курды, представляют собой смесь аборигенных групп, эмигрировавших индоиранцев, от которых, как считается, они отделились. В последнее время подавляющее большинство луров поселилось в городских районах, хотя кочевые племена сохранились. Арабы в Иране. Главной объединяющей чертой этой группы является семитский арабский язык. Они в основном проживают в Хузестане, на юго-западе Ирана, где они сохранили свою идентичность, вероятно, также благодаря непрерывному потоку арабоязычных групп в провинцию с 16 по 19 век. Арабы также расселены вдоль побережья Персидского залива, в центральном и восточном Иране. Заселение арабских племен в Иран по-разному засвидетельствовано со времен сасанидов в VII веке и связано с процессом исламизации Персии, приведшим к упадку зороастрийской религии. Но со временем эти популяции перемешались с другими этническими группами из тех же регионов, такими как персы, тюрки и луры. Иранские белуджи. Белуджи живут в Астане-Систан и Белуджистан, а также в Афганистане, Омане и Пакистане. Говорят на белуджском иранском языке, северо-западной группы. Белуджи – мусульмане-сунниты, в отличие от персов Систана, которые являются приверженцами шиитского ислама. Эта группа, вероятно, является потомковой древних медийских и персидских племен, пришедших со стороны Каспийского моря и впервые поселившихся в Северной Персии. Исторически их миграция из северо-западного Ирана засвидетельствована в период тимуридов с 1370 по 1507 год. Иранские систанцы. Они проживают в Систане, представляющем северную часть Астана-Систан и Белуджистан, который граничит с Афганистаном на севере и востоке и озерами Хамун на западе. Они говорят на иранском языке, классифицируемом как западный белуджский, а их происхождение прослеживается до северо-западного региона Ирана. Иранские туркмены. Иранские туркмены говорят на тюркском языке и проживают в междуречье Атрека и Гаргана, на восточном побережье Каспийского моря, в Астане Голестан на севере Ирана, граничащем с Туркменистаном. Туркмены имеют среднеазиатское происхождение и отличаются от других этнических групп внешним видом, языком и культурой. Иранские гелянцы и мазендеранцы. Иранские гелянцы и мазендеранцы, также называемые каспийцами, тесно связаны между собой. Они проживают в северном Иране, вокруг города Решт, и на южном и юго-восточном побережье Каспийского моря, хотя считается, что они происходят с Южного Кавказа. Гелянцы и мазендеранцы говорят на языке северной ветви западноиранских языков. Их языки также содержат много общих слов с персидским и курдским языками, принадлежащих к разным ветвям иранских языков. Жители островов Персидского залива. Обособленное положение жителей островов привело как к изоляции от популяции материкового Ирана, так и к воздействию потенциальной примеси благодаря контактам с моряками и африканскими рабами, которые поступали в Иран до 1848 года. Армяне в Иране. Армения исторически соответствовала региону, характеризующемуся тремя озерами. С завоеванием Александра Македонского Армения стала частью Македонской империи, вступив в контакт с европейской цивилизацией. Армяне были насильно переселены вглубь Персии в 1603 году из восточной части армянского царства Аббасом I. И нынешняя община представляет собой христианское меньшинство, насчитывающее от 70 до 200 тысяч человек, которые в основном проживают в Тегеране и квартале Норджуга Исфахана. Ассирийцы. Народ, говорящий на западно-семитских языках
и представляющий вторую христианскую общину в Иране. В настоящее время они представляют меньшинство и населяют преимущественно западную часть иранского Азербайджана. Община также существует в Тегеране, а возникла она в начале прошлого века с возвращением ассирийских беженцев из Ирака, куда они бежали во время Первой мировой войны. На пике Новоассирийского царства с 911 по 609 год до нашей эры они играли важную роль, контролируя западную часть царства, включая Мидию, Персию, Элам и горы Загрос. Их предки относятся к древнейшим ближневосточным группам с корнями в плодородном полумесяце и месопотамской цивилизации. С падением Новоассирийского царства и приходом к власти персов ассирийцы оставались в северо-западном Иране в течение сотен лет, где они, как и армяне, в силу своих религиозных и культурных традиций почти не смешивались с другими группами. Таким образом, иранские ассирийцы и армяне являются хорошими представителями древнего ближневосточного населения. Зороастрийцы. Это самая древняя религиозная община в Иране, а первыми последователями зороастризма были протоиндоиранцы. С исламскими вторжениями они подверглись преследованиям и теперь существуют как меньшинство в Иране. Предыдущие генетические исследования. Поскольку Иран расположен в поясе стран, где широко практикуются родственные браки, иранские образцы занимают видное место в исследованиях, связанных с болезнями, облегчая идентификацию генов, участвующих в редких аутосомно-рецессивных заболеваниях. Тем не менее, уровни кровного родства не являются однородными среди иранского населения. Также исследования отдельных образцов древней ДНК от раннего неолита до медного века Ирана показали наличие сильно отличающихся популяций, которые не были предками европейцев. Но, как и образцы из гор Загрос, демонстрировали некоторое сходство с зороастрийцами. Более региональные исследования по Ирану, основанные на однополых маркерах, таких как гаплогруппы Y-хромосомы и митохондриальная ДНК, а также короткие тандемные повторы, подтвердили высокую степень генетического разнообразия иранской популяции. Эти исследования показали, что соответствующие вариации имеют преимущественно западноевразийское происхождение с ограниченным вкладом в Восточной Евразии, Южной Азии и Африке, что наиболее ярко выражено в южноиранских провинциях. Эти исследования также показали древний и недавний поток генов между Ираном и Аравийским полуостровом, а также удивительно тесную связь между персами и иранскими тюркоязычными кашкайцами, и в целом высокие уровни вариации, сопоставимые с таковыми на Южном Кавказе, в Анатолии и Европе. Все эти наблюдения подтверждают идею о том, что Иран является перекрестком человеческих миграций. Примечательно, что исследование по армянам, расположенным к северу от Ирана, также предполагало наличие многочисленных примесей и общую роль моста между различными географическими регионами. Используя данные генома и экзома в целом, в ряде исследований были проанализированы образцы популяций из соседних стран, которые можно считать представителями для этнических групп в Иране. В исследовании, включавшем 156 человек из Катара, сообщалось, что они представляли 3 различные группы, причем одна демонстрировала сильную близость к персам. Исследование 22 кувейтцев с персидским происхождением выявило сравнительно высокий уровень генетического разнообразия для неафриканской популяции, что можно объяснить прошлыми событиями, связанными с примесями. Исследование 43 человек, принадлежащих к парсам, зороастрийской религиозной общине в Индии и Пакистане, продемонстрировало более близкое генетическое родство с сегодняшними иранскими и кавказскими популяциями, чем с южноазиатскими популяциями. Но что весьма примечательно, они показали еще большее сходство с образцами древней ДНК из неолитического Ирана по сравнению с современными иранцами, что согласуется как с историческими данными о миграции на юг, вызванной арабским вторжением в Иран VII века,
так и с более поздними событиями смешения с современным иранским населением. Эти результаты были дополнены данными о повышенной однородности и датировке прошлых событий смешения в последующих образцах иранских и индийских зороастрийцев. А анализ 24 калашей, говорящих на языках дартской группы индоиранских языков, популяции, изолированной в Гиндукуше Афганистана, показал чрезвычайно дрейфующую древнюю североевразийскую популяцию, которая также внесла свой вклад в европейское и ближневосточное происхождение. После отделения от других популяций Южной Азии, калаши сохранили низкий долгосрочно эффективный размер популяции и не испытывали заметного потока генов от своих географических соседей в Пакистане или от других существующих евразийских популяций. Среднее время расхождения между калашами и другими популяциями, в настоящее время проживающими в этом регионе, было оценено в 11 800 лет. Также недавнее исследование, ограниченное данными экзома, объединило 87 иранских и 136 пакистанских образцов и продемонстрировало их глубокое и изолированное положение по сравнению с другими популяциями из Магриба и с Аравийского полуострова благодаря Турции. Гаплогруппа Y-хромосомы в выборке Ирана. Предыдущие исследования. Анализ 88 маркеров Y-хромосомы у 938 человек из предыдущих исследований, принадлежащих 15 этническим группам из 14 иранских провинций, позволил идентифицировать 65 различных линий Y-хромосомы. Они принадлежат к 15 основным гаплогруппам, которые перечислены на экране, наиболее частыми из которых являются J 31,4%, R 29,1%, G 11,8% и I 9,2%, с большими различиями по частотам и субкладам, наблюдаемым среди провинций и этнических групп. В целом иранское население характеризуется очень высоким разнообразием гаплогрупп, с максимальным значением у персов и минимальным у арабов Хузестана и туркменов из Голестана. Гаплогруппа J преобладает в Иране, где наблюдаются оба ее субклада J2M172 и J1M267. Самые высокие ее частоты зарегистрированы в популяциях, расположенных вдоль юго-западных берегов Каспийского моря и вдоль гор Загрос. Исключительно высокая частота встречается у Белуджи-Систана и Белуджистана, что согласуется с их вероятным происхождением из районов Каспийского моря. J1M267 не превышает 10% в большинстве исследованных иранских образцов, а среди исследованных групп персы 11,4%, зороастрийцы из Езда 11,7%, гелянцы 12,5%, ассирийцы иранского Азербайджана 17,9% и в Хузестане 33,4%. А соотношение двух субклад J1PH08 и J1M267 сильно варьирует, поскольку JM267 практически ограничен северо-западными иранскими группами, а J1PH08 в основном наблюдается в популяциях живущих ниже пустынь Дэште-Кевир и Дэште-Лут. Субклад достигает частоты в 31,6% в арабской группе из Хузестана на границе с Южным Ираком. J2M172 является основной иранской гаплогруппой 22,5% и почти полностью на 92,9% представлена субкладом J2A-M410. Большинство хромосом M410 являются J2A-PH55 и в основном представлены субкладами M530, M47 и M67. В частности, J2A-M530 демонстрирует высокие частоты у зороастрийцев Езда 17,6% и Тегерана 15,4%.
а также и у персов Езда 17%. J2AM47 достигает частоту зороастрийцев Езда до 8,8%, у мазандеранцев, хузестанцев и персов около 7%, в то время как у ассирийцев Астанов Ирана, Западный Азербайджан, Систан и Белуджистан, в Тегеране и Хармазгане, кроме групп острова Кешм, он отсутствует. J2AM92 наблюдается в Астане, Систан и Белуджистан 12,5%, тогда как парагруппа J2AM67 была определена в основном у армян Тегерана 8,8%. А вот субклад J2AM68, зафиксированный в Ираке, у представителей Ирана не наблюдался. Внимание! Далее речь о парагруппах. Название одинаковое, но они отличаются. Парагруппа J2AM410 встречается с частотой около 7% в Хузестане, Мазендеране и Хорасане и составляет 2,8% от общей выборки. J2A-Page55, наблюдаемая с частотой 6,6% в Центральной Анатолии, у иранских образцов составляет 4,8%. А парагруппа J2M172, обнаруженная у соседних иракских болотных арабов, с частотой 3,5%, в Иране обнаружена только у одного человека из Хузестана. Гаплогруппа R. В Иране в основном представлена субкладами R1A, M198 и R1B, M269, тогда как гаплогруппа R2, M124 редко встречалась, около 2,8% от общей выборки. Все гаплогруппы Y-хромосомы R1A принадлежат к парагруппе M198 с частотами в диапазоне от 0 до 25%. При этом субклад M458, наблюдаемый в Европе, в частности и у балтославян, и субклад M434, как в Пакистане, не обнаружены в образцах из выборки. Гаплогруппа R1B M269 демонстрирует максимальную частоту у ассирийцев 29,2%, в среднем по астанам Тегеран и Западный Азербайджан. Высокие значения также наблюдаются у армян из Тегерана и Луристана, около 24%. За исключением 5 хромосом, принадлежащих к парагруппе R1B M269 и 3 хромосом субклада R1B M412, все Y-хромосомы M269 принадлежали к ветви R1B L23. Гаплогруппа G. В выборке представлена субкладами G1, M285 и G2A P15. G1 M285 встречается с частотой 1,8%, а G2A P15 встречается от 0% в Астане, Систан и Белуджистан до 19,3% у арабов Хузестана. Гаплогруппа I. В Иране представлена в основном субкладами I1M123 3,7% и I1B M78 3%. М123 почти полностью характеризуется подгруппой М34 и достигает самой высокой частоты 13,6% в Курдистане. Парагруппа М78 присутствует в Луристане 9,8%, и I1B В13 5,9%, и I1B В22 2,9% в зороастрийцах Езда. Стоит отметить наличие в Иране специфических гаплогрупп для Африки, 3 из которых относятся к И2М75 и 17 к И1Б-М2 в юго-восточном Иране. Кстати, обратите внимание на сложность распределения гаплогрупп. Генетика и лингвистика. Корреляция между генетической и лингвистической близостью популяций часто считается правилом,
в то время как замена языка обычно рассматривается как исключение из правил совместной эволюции, хотя такие утверждения неоднократно оспаривались. Доказательств такой корреляции в Европе достаточно, включая распространение индоевропейских языков в Европе по данным древней ДНК. Углубленные исследования в других частях света обнаружили некоторую взаимосвязь языкового рассеяния с Y-хромосомными линиями, хотя и не во всех частях. Кроме того, также были отмечены некоторые примеры потока генов по мужской линии через основные языковые барьеры. Более раннее исследование уже указывало на тесную генетическую связь между группами, говорящими на семитских и индоевропейских языках в Иране. Исследования на территории соседних Армении и Азербайджана выявили свидетельства смены языка. Возможно, этому способствовало смешение нескольких исходных популяций в бронзовом веке. Армяне, говорящие на индоевропейском языке, и тюркоязычные азербайджанцы были более тесно связаны генетически с другими популяциями Кавказа, которые говорят на кавказских языках, чем с другими индоевропейскими или тюркскими группами соответственно. И хотя результаты митохондриальной ДНК показывают, что кавказские группы генетически более тесно связаны с европейскими, чем с ближневосточными, напротив, по Y-хромосоме они генетически более тесно связаны с Ближним Востоком, чем с Европой. А 29% армянского происхождения может быть связано с популяцией, которая лучше всего представлена европейцами неолита. Армяне и азербайджанцы таким образом демонстрируют языковые замены, возможно, посредством доминирования элит, в которых участвовали преимущественно мужчины-мигранты. Одно из исследований на эту тему интересно тем, что в нем принимали участие ученые из институтов Азербайджана, Армении и Германии. Причем мирно, а не так, как в комментариях под видео о Кавказе, большинство из которых пришлось удалять. Кому интересно, источники, как обычно, в описании. Результаты. В новом исследовании представлен анализ геномного разнообразия 11 этнических групп Ирана, включающий более 1000 неродственных представителей, с учетом их отношения друг к другу, а также к глобальным и местным эталонным популяциям. Помимо этого, образцы сравнивались с выборками из последних региональных исследований, а также с 798 образцами древней ДНК. Кроме того, исследованные группы были стратифицированы по этнической принадлежности, уровню кровного родства, распределению гомозиготных и скопированных участков, а также по вариациям числа копий генов. Помимо этого рассматривалась связь между языком и генетической близостью. Отчетливое генетическое разнообразие. 11 исследованных иранских этнических групп отличались ярко выраженной и существенной генетической неоднородностью. 7 групп – иранские арабы, азербайджанцы, курды, гелянцы, мазендеранцы, луры и персы – сильно перекрывались в их общем аутосомном разнообразии в анализе, предполагая существование центральноиранского кластера. Остальные 4 группы – иранские белуджи, островитяне Персидского залива, сестанцы и туркмены – представлены как сильно смешанные группы с вкладом различных предковых популяций, хоть всегда и с ориентацией на центральноиранский кластер, но разительно отличаясь от него и друг от друга, за исключением белуджей и сестанцев, которые частично перекрывались. В глобальном масштабе популяции центральноиранского кластера тесно сгруппированы с европейцами, в то время как иранские туркмены показали сходные, но отчетливые степные примеси по сравнению с другими южноазиатскими популяциями. Эта степень была менее выражена для белуджей, сестанцев и жителей островов Персидского залива, причем последние демонстрировали четкую ориентацию на африканцев к югу от Сахары и совместную локализацию с многочисленными латиноамериканскими образцами. Примечательно, что иранские арабы в настоящее время демонстрируют некоторую отстраненность от центральноиранского кластера в сторону населения стран к югу от Сахары. Локальное сравнение иранцев центральноиранского кластера
подтвердило их отчетливое генетическое разнообразие по сравнению с другими географически близкими популяциями. Интересно, что относительное генетическое расположение иранских этнических групп отражало их географическое положение на стыке между Южной, Центральной и Западной Азией, Кавказом, а также близость к Северной Африке. Иранские белуджи и систанцы группировались с пакистанскими и другими южноазиатскими популяциями и рядом с ними, тогда как иранские туркмены располагались рядом с центральноазиатскими популяциями. Иранские арабы, казалось, отличались от других арабских народов в Западной Азии и Северной Африке. Кроме того, зороастрийские образцы расположены как неотъемлемые члены центральноиранского кластера, в отличие от жителей островов Персидского залива и иранских туркменов. Генетический состав и происхождение иранских этнических групп. Анализ примеси подтвердил существование предполагаемого центральноиранского кластера и указал на существование отчетливого иранского родового компонента. При анализе 11 иранских групп только 7 из центральноиранского кластера характеризовались одной преобладающей родословной и незначительно изменяющимися пропорциями для 3 предковых групп, в то время как остальные 4 различались по степени смешения с различными предковыми популяциями. Еще более поразительно, что анализ глобального набора данных дал 3 популяции предков, которые существенно способствовали формированию 11 иранским группам. Одна из предковых популяций была у всех исследованных групп, окрашена синим цветом, а другая у всех групп за исключением жителей островов Персидского залива, окрашена светло-зеленым, которые отличались наличием другой доминирующей популяции предков, окрашенной в светло-синий цвет. Региональное сравнение подтвердило уникальный состав иранских этнических групп. Моделирование иранцев как результат смешения между парами популяций указало на местное формирование групп центрально-иранского кластера за исключением туркменов, в то время как систанцы, по-видимому, постоянно смешивались между группами центрально-иранского кластера, Южной Азии и в меньшей степени с представителями ханьцев из Южного Китая. А у туркменов были компоненты из групп центрально-иранского кластера, Африки, Европы, Восточной Азии и в меньшей степени из Южной Азии. Жители островов Персидского залива, а также белуджи, включали ограниченный африканский компонент, но никакого явного притока других групп, кроме центрально-иранского кластера, не наблюдалось. Пространственно-временные связи современных и древних образцов ДНК из Ирана. При сопоставлении современных образцов с опубликованными древними образцами ДНК различных временных слоев из Ирана и за его пределами, чтобы проследить пространственно-временные перемещения человеческих популяций, исследователи не нашли признаков существенных миграций в группы центрально-иранского кластера, за исключением кавказских популяций в течение неолита и бронзового века, где представители Кавказа представлены либо в качестве источника, либо в качестве мигрантов. А вклад людей из степи, по-видимому, был слабым и ограничивался бронзовым веком или ранее. В целом группы центрально-иранского кластера, по-видимому, в значительной степени развивались на территории Ирана в течение, по крайней мере, последних 5000 лет. Примечательно, что образцы раннего неолита из западного Ирана и Гессар-Тепе совместно локализовались с более отдаленными жителями островов Персидского залива, тогда как более поздние образцы бронзового века из Гессар-Тепе показали тенденцию к центрально-иранскому кластеру, возможно, указывая на постоянную смесь между этими группами. Стоит отметить, что центральноазиатские образцы древней ДНК из неолита и бронзового века также локализовались совместно с жителями островов Персидского залива и демонстрировали аналогичную тенденцию примеси. Образцы систанцев, наиболее удаленные от центрально-иранского кластера, были близки к образцам из Пакистана Железного века и, возможно, также подвергались аналогичной примеси с группами центрально-иранского кластера. Однако отсутствие более древних образцов из прошлых тысячелетий оставляет этот вопрос открытым.
Свидетельство нескольких случаев заимствования языка. Языки, на которых говорили 11 исследованных иранских этнических групп, делились на 3 различных семейства: афразийские, семитские арабские, алтайские, тюркские, туркменские, азербайджанские и индоевропейские, то есть все остальные. Это языковое разнообразие было лишь частично отражено генетической близостью. Причем тюркоязычные иранские азербайджанцы и семитоязычные иранские арабы были генетически близки к носителям индоевропейских языков из центрально-иранского кластера, в то время как говорящие на индоевропейских языках белуджи, жители островов Персидского залива и систанцы, оказались генетически отдаленными от других групп, говорящих на индоевропейских языках. После разбивки локального набора данных по языковым семьям стала очевидной общая тенденция более тесной генетической близости для носителей языка из одной и той же языковой семьи. Однако носители индоевропейских языков разделились на 2 отдельные группы, соответствующие европейской и индоиранской подветвям, в то время как носители алтайских языков составляли широко распространенное генетическое разнообразие. Различные уровни кровного родства в иранских этнических группах. Этнические группы Ирана сильно различались и по уровню кровного родства. Иранские арабы, белуджи и систанцы показали очень высокие значения коэффициента инбридинга, в отличие от иранских гелианцев и курдов, которые почти не имели кровного родства, в то время как другие группы демонстрировали значительно более высокий уровень инбридинга. Следует отметить, что уровни кровного родства широко варьировались в каждой из этнических групп. Различия в частотах аллелей между иранскими этническими группами. В целом, группы центральноиранского кластера, как правило, имели очень похожие частоты аллелей, которые, тем не менее, во многих случаях заметно отличались от таковых у европейцев. Заметным исключением был маркерный аллель RS498-8235T, вызывающий стойкость к лактазе, частота которого в иранских белуджах около 22%, значительно выше, чем у других иранских групп, что повышает перспективу конвергентной эволюции. Тем не менее, исследователи не нашли доказательств для селективной развертки, когда в гене происходит новая мутация, которая повышает приспособленность носителя в результате недавнего естественного отбора. Итоги. Исследование, основанное на общегеномных данных из стратифицированной выборки этнических групп, выявило отчетливое и богатое генетическое разнообразие иранской популяции, подтверждающее предыдущие данные, основанные на однополых маркерах. Большинство иранских этнических групп составляют перекрывающиеся генетические аутосомные различия, что подразумевает общую и в значительной степени автохтонную родословную, обозначенную как центрально-иранский кластер. Но это следует воспринимать как формирование популяции на этих территориях благодаря смешению более древних групп, а не так, как будто бы они появились там сразу из-под земли или каким-то другим невероятным образом. Здесь к месту вспомнить клинальную изменчивость, которая уже упоминалась в ролике «Популяционная история Центральной и Южной Азии». Примечательно, что центральноиранский кластер включает иранских арабов и азербайджанцев, а также религиозную группу зороастрийцев, что согласуется с предположением о том, что зороастрийцы жили на территории современного Ирана в течение тысячелетий и сформировали раннюю группу носителей индоевропейских языков. Тем не менее, центральноиранский кластер включал существенную внутреннюю структуру с долей общего разнообразия на порядок выше, чем у более однородных популяций аналогичного размера, как, к примеру, в Германии, но ниже уровня субструктуры, зарегистрированного для соседней Армении на Кавказе, и в целом для Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А иранские белуджи, систанцы, туркмены и жители островов Персидского залива показали сильную примесь, причем с представителями центрально-иранского кластера или его предковым населением.
которая последовательно вносила свой вклад во все эти группы, что свидетельствует о сильном демографическом влиянии центрально-иранского кластера в этом регионе. Помимо этого, эти группы получали потоки генов от различных отличающихся друг от друга популяций. В целом, центрально-иранский кластер представляет собой отдельный объект, включающий автохтонный генетический компонент, тесно связанный с соседними популяциями, что соответствует географическому положению Ирана на стыке между Кавказом, Южной, Центральной и Западной Азией, а также отражает близость и контакты с Северной Африкой. Это наблюдение согласуется с ограниченным потоком генов, о котором сообщалось в предыдущих исследованиях на основе однополых маркеров, и добавляет еще один пример соответствия между генетическим разнообразием и географическим положением, что схоже с европейскими популяциями и объясняется генетическим дрейфом, а также примесью. В значительной степени автохтонное развитие групп центрально-иранского кластера, согласующиеся с ранним ответвлением от евразийского населения до неолита, дополнительно подтверждается различием этих групп по сравнению с другими временными слоями, представленными образцами древней ДНК, что указывает на генетическую преемственность в течение, по крайней мере, нескольких последних тысячелетий, и в конечном итоге отражается зороастрийским геномным разнообразием. Как ранние неолитические земледельцы из западного Ирана, так и степняки, по-видимому, внесли весьма ограниченный вклад в формирование групп центрально-иранского кластера. В свою очередь, африканский компонент, разделенный между жителями островов Персидского залива и некоторыми субсахарскими популяциями, вероятно, предшествует началу неолита и таким образом делает островитян более ранней автохтонной группой, которая впоследствии стала сильно смешиваться с группами центрально-иранского кластера. Примечательно, что иранские арабы, по-видимому, несколько генетически отдалены от других арабских популяций Западной Азии и Северной Африки. Также взаимосвязь генетики и языка привела к доказательствам ряда случаев заимствования языка в Иране. Отчетливая и автохтонная генетическая вариация центрально-иранского кластера указывает на то, что индоевропейские языки, вероятно, были приняты некоторой древней популяцией в Иране несколько тысячелетий назад, хотя остается неясным, было ли это вызвано ранее предложенными вторжениями. Наблюдаемая тесная генетическая близость, основанная на общегеномных данных тюркоязычных иранских азербайджанцев, а также семитоязычных иранских арабов, группам, говорящим на индоевропейских языках, в рамках центрально-иранского кластера, подтверждает и предыдущие результаты. Учитывая их генетическую близость к другим арабским и кавказским популяциям соответственно, это хорошо объясняется примесью между какой-то крупной популяцией предков индоевропейцев и более малочисленной популяцией, язык которой был принят в прошлом. И, наконец, распространение ираноязычных белуджей, систанцев и жителей островов Персидского залива из других групп центрально-иранского кластера объясняется повторным смешением некоторых предковых популяций, говорящих на индоевропейских языках, с древними популяциями Южной и Западной Азии, такими как западные иранцы раннего неолита. При этом эти предковые популяции сохранили свой язык, который приняло уже смешанное потомство. Наблюдаемое повышенное кровное родство в некоторых этнических группах согласуется с предыдущими докладами по Ирану и другим западноазиатским народам, указывая на прошлую и продолжающуюся практику кровного родства. По данным исследования Y-хромосом из предыдущих работ, наблюдаемая неоднородность иранского населения могла быть обусловлена различными факторами, в частности наличием таких важных географических барьеров, как горы Загрос и Альборс, а также пустынь Дашт-э-Кевир и Дашт-э-Лут. Оба типа барьеров, простирающихся с северо-запада на юго-восток, ограничивали свободное передвижение народов из соседних регионов и, соответственно, потоки генов, начиная с первого заселения этой территории. Географическое положение согласуется с распределением всех основных гаплогрупп Y-хромосомы в Иране, включая J1M267
и J2M172, которые демонстрируют противоположное распределение по обе стороны гор Загрос. Причем первая распространена в Ираке и Саудовской Аравии, а вторая на Иранском Нагорье, в Анатолии и Южной Европе. Горы Загрос представляют собой границу также для распределения гаплогруппы R1A M198. R1A реже встречается в западной части горного хребта. Что касается распространения гаплогруппы R1B L23 M412, то она часто встречается в северо-западной части страны, а ее распространенность быстро снижается к югу от Луристана. Проще говоря, более высокое разнообразие наблюдается на участках миграционных маршрутов, как, к примеру, у населения, проживающего вокруг Каспийского моря. Общий сценарий, по-видимому, указывает на автохтонный неоднородный древний генофонд Y-хромосом, в основном состоящий из субклад J2A, который был дополнительно сформирован и обогащен прибытием различных популяций в неолите и позже. Западноевразийский вклад, в основном представленный субкладом R1B L23 и в меньшей степени IM423 и J2M241, часто встречается на северо-западе Ирана. Среднеазиатский вклад за счет гаплогрупп HM69, OM175, QM242 и R2M124 имеет наибольшую частоту в Хорасане, самой восточной провинции страны, а явный африканский компонент наблюдается в Хормозгане, где присутствует субсахарская гаплогруппа IM2 у афроиранской этнической группы. Несмотря на различные географические вклады и наличие важных географических барьеров, которые могут ограничивать поток генов, по мнению авторов исследования Y-хромосом, язык в большей степени, чем география, сыграл главную роль в формировании современного иранского генофонда. В целом иранцы характеризуются явной генетической изменчивостью, обусловленной длительной генетической преемственностью, а также существенной генетической неоднородностью, и таким образом не могут рассматриваться как единое однородное целое. А наблюдаемое соответствие между генетическим разнообразием и географическим положением, а также примеры разрыва родословной между языком и генетической близостью, согласуются с археологическими и историческими свидетельствами того, что Иран занимает участок земли, на котором в течение последних тысячелетий происходили многочисленные миграции и смешения. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.